описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере, у нас здесь финальный босс. И сегодня у нас уже третий день идет босса, это первая фаза, естественно. Я не стал показывать команды первого дня, потому что их уже поменяли, то есть доработали, сделали лучше, причем в некоторых случаях прям заметно. Так что давайте посмотрим хорошие, уже более-менее не сырые составы на финального босса. Так вот выглядит наш топ, вчера вот так вот закрыли у нас, очень высокие цифры, и, насколько я понял, с выживаемостью вообще проблем нету на первой фазе босса. Я не буду привычным образом проходить каждого топовца, да, я просто сделаю подборку из команд определенных школ, то есть самую лучшую, ну и далее варианты. Так будет, мне кажется, гораздо нагляднее. Но для начала давайте быстренько пробежимся по составам именно топа 3, как он распределил здесь урон и какие у него здесь команды, чтобы примерно представлять, кто в итоге играет лучше всего. Здесь у нас открытие, мне кажется, сезона, это у нас Ирмуш. И на первой фазе босса он позволяет в 4 ДД играть. Это капец. Наконец-таки Ирмуш хоть где-то пригодился. Команда Яда. И команда разъедания довольно-таки слабенько здесь играет. С 5-й Сецедис 764. Кошмар вообще. Давайте топ-2 пробежимся. Ну, здесь плюс-минус одинаковые составы. Единственное, что разные пробуждения. Ну и вот такие вот некоторые нюансы. Аура видим 1 600 000. Целый миллиард. Ледяной взрыв. Это отличный результат. Ну, по-моему, это топовый игрок в плане понимания команды школы Ледяного взрыва. Насколько помню, это его основная команда. Либо одна из основных. Вариант с Бip-Бипом. Вариант с Роуз заметно хуже. Тоже Ирмуш, миллиард. Тоже теперь давайте посмотрим уже более подробно. Начнем с команды Ауры. Это лучшее, что я здесь видел у нас в топе. 1 600 000. Причем всего 3 таланта пробужденных. Линкас, как обычно, на раздаче. Обращу внимание, здесь ни у кого никаких сопротивлений, ничего вот этого вот нету. Дианта, привычная функция, то есть обычная команда, грубо говоря, с воронки. Единственное, что здесь на Лину, видим, что напихали функцию по раздаче атаки. То есть здесь с выживаемостью вообще каких-то проблем нет. Но в остальном типичная команда с воронки. Ну как, даже не с воронки, я имею в виду схема стандартная. То есть мы усиляем максимально здесь Таресию без каких-либо ограничений, потому что проблем с выживаемостью нету, в отличие от той же самой воронки. Это у нас вариант уже со вторым пробуждением в 2 раза. Можно сказать, ровно в 2 раза меньше. Ну, все равно неплохой вариант, потому что кот у нас здесь вообще без пробуждений талантов. Лина тоже у нас с атакой ходит здесь. Все. Тоже самое. Не сказать, что какое-то супер хорошее снаряжение у Таресии, но вроде бы как неплохой результат. Здесь у нас вариант с Роуз, но заметно хуже, на 400 миллионов. Ну давайте пробежимся, как он здесь Роуз одевает. 4 пробужденных таланта. Потому что плюс 2 830, а здесь у нас плюс 5 1 200 000, это что-то слишком мало. Тем более 4 таланта пробужденных. Еще есть вариант с Ацилией, 1 250 000. Ну, возможно, что все-таки да, здесь Лина имеет определенное преимущество по сравнению со всеми остальными. Ну, мы знаем, что она дает кучу, во-первых, усилений. Возможно, именно этот эффект здесь играет ключевую роль. Я помню, что я читал навыки на финального босса, но не помню, чтобы как-то вот количество усилений прям сильно влияло. Но, видимо, влияет. А может быть, ускорение так сильно влияет от Лины, не знаю. Посмотрим, когда у нас он будет, уже будем разбираться. Так, ну здесь у нас команда Аур без пробуждений, 464 миллиона. Такая же команда, да, только Таресия без пробуждений. Причем за весь сезон... ну учитывая, что у него команда Ауры не основная, поэтому он кота, видимо, не пробуждал. То есть он, наверное, начал с Джина.
Есть еще вот такой вариант, здесь уже плюс 4 и ближе к миллиарду, да. Ну, нету смысла показывать все то же самое, тем более здесь еще и первое пробуждение, мне кажется, что должно быть и больше. Есть еще вот такой вот вариант с шахлой, без анализис, 390 миллионов. Хотя с учетом Лины, тем более с первым пробуждением и котом, с пробужденными талантами, мне кажется, что можно получше. Хотя, может быть, я ошибаюсь, все-таки анализис, да. Здесь у него уже на живучесть все-таки сет, потому что анализис у нас нету с ее бешеным лечением. Так, я не помню, показал, нет, донатный артефакт, пробужденные талантики. Ну, вот такой вот скромненький результат без анализис. Как он ее пропустил, я не знаю. Вот еще вариант без пробуждений и с Линой, и с пробужденными талантами, 470 миллионов, можно на них рассчитывать. Без пробужденных, кстати, талантов 460, тоже очень неплохо. Вариант с Гиллиан, и причем с Джином. Но здесь 350 всего лишь. Гиллиан здесь одевают в живучесть и щиты, даже не на урон. Давайте смотреть яд. Итак, у нас здесь версия с латером, причем с пробуждениями. Ловкача нету и Агок. У дракончика нету пробужденных талантов, 750 миллионов, вполне себе неплохо. Дуранго у нас на разломе, не стал он ракушку ставить. Видимо, из-за специфики пропадающих врагов, да, то ракушка может быть плохо здесь срабатывать, не знаю. Он пошел через разлом. Латер здесь у нас вспомогательной полностью функции, куча атаки на раздачу. Ну, Агок, естественно, с посохом и сетом на щиты. Еще недоделанный у нас этот дракончик. Но уже неплохой, кстати. Вот этот на 18% атаки, почему и нет? Почему бы и нет? Здесь у нас есть призывные существа, поэтому да. Здесь у нас уже с Ритой и с Ловкачом. Причем Ловкач с артефактом. Весь в атаку, раздает атаку. И 750 миллионов. Ну, я вроде бы уже показывал в коротком ролике, что у нас именно такой результат. То есть я не знаю, как это работает, но оно работает вот так. Что Ловкач с артефактом, что без Ловкача, результат одинаковый. Ну и, если честно, это замечательно. Хотя, может быть, я не помню, показал, нет? Может быть, это дело в китайцах, хотя нет, они хорошо, вот эти вот топовцы, они хорошо играют, более-менее. И явных бы ошибок таких они бы не делали. То есть у нас отрыва большого не будет между игроками, я так понял, с Ловкачом либо без. Ну, посмотрим. 600 миллионов, здесь латер без пробуждений, хотя, ну, навряд ли они прям так сильно влияют. Здесь тоже 600. Здесь вообще 530, Ловкач без артефакта. Здесь 500. У всех откуда-то латер. Откуда у всех латер, я не пойму. 510, опять латер. 450 и снова латер. Блин, где они их достали? В общем, смотреть дальше больше нечего. И давайте посмотрим ледяной взрыв. Он здесь показывает себя довольно-таки неплохо. Правда, 830 это не самый лучший результат, но здесь у нас Фредгунда плюс 4. Давайте посмотрим, что у него здесь. Ну, неплохо одет, хотя крит-шанс маловато, да? 189 плюсом это маловато, 5600 атаки плюсом это тоже маловато. Фредгунда. Ну, Фредгунда, кстати, неплохо одета, 202%, крит-шанса 227, крит-урон, очень неплохо. Но пятого пробуждения не хватило. Интересно, что лучше, пятое пробуждение либо артефакт? Он посчитал, что артефакт. Ну, возможно, кстати, что он и прав, не знаю. Надо сравнивать. Шина, максимум в атаку, на вспомогательной функции у нас тут орел. Со щитами, понятно. Очень много, кстати, защиты, плюс 4000, обращу внимание. Ускорение 122. Этерил, естественно, с ракушкой. Тоже раздает атаку. И Джин. Джин вот такой. Вот, по-моему, один из лучших результатов. Здесь у нас Фредгунда уже плюс 5. Вот здесь уже посерьезнее. 6200 атаки, 212 крит-шанс. Тут уже все нормально. Фредгунда очень тоже неплохо одета. Шина. 6400 атаки плюсом. Ничего себе он. Прям максимум выжил. Орел уже плюс 1. Тоже защиты побольше. Этерил у нас здесь тоже 6000 атаки. Ну ничего себе, он всем понасобирал атаки столько, капец. На самом деле не так просто это сделать. У меня это редко получалось. Джин, 5 талантов уже. Ничего себе. Ну здесь как-то совсем слабенько, да, но здесь у нас вариант с Филосией, без орла. То есть нету игнорирования защиты дополнительного. 557. 176 крит-шанс, 5200 атаки, то есть явно заметно хуже одет. Этерил, Шина, Фредгунда плюс 3 без артефакта и Филосия
с ребрышками. Кстати, сопротивление мы здесь видим. Она его еще и раздает. Он здесь пошел через сопротивление. Я не обратил даже внимания. Да, у всех есть сопротивление. И джин. Так, а здесь у нас уже вариант с Воришем. Фридгунда плюс 2, и вы обратите внимание на урон лучше, чем у прошлого игрока, да, хотя здесь вообще Фридгунда плюс 2. Ну, плюс 2, плюс 3 разницы особой нету, конечно, но Этерил нету, есть Вориш, и уже результат выше. Причем она тоже здесь на раздаче сопротивления. Вориш у нас на разломе. Это для того, чтобы по всем попадать и накладывать разлом. Хотя что это даст, учитывая, что мы в основном бьем по одной цели. Фридгунда одета очень, сравнительно от тех Фридгунд, она одета очень слабо. Билдель, вполне себе неплохо. Шина. Тоже в атаку вспомогательная функция. И джин. И уже с орлом уже 800. Хотя тоже Фридгунда плюс 2, Вориш, то есть все то же самое. Филоси нету, раздачи сопротивления никакого нету, то есть, я так понимаю, орел, за счет орла мы здесь можем обойтись без сопротивления. Фридгунда, кстати, с артефактом. Билдель неплохо, крит шанс, но атаки маловато. Но все равно 800 миллионов. Джин. Тут у нас уже Фридгунда без артефакта плюс 2 и Билдель плюс 2. Урон 418, и у нас здесь вариант с Финей. Финью одевает, естественно, в посох. Никакого сопротивления он здесь не собирает. В остальном схема снаряжения все то же самое. Все то же самое. Джин вот такой. Здесь уже Билдель плюс 1. Фридгунда вообще без пробуждений, но с артефактом. Вариант с Филосией через сопротивление, причем здесь нету его прям много, 320 всего лишь. Здесь, кстати, у Билдель вообще его нету. У Шина нету, то есть он собрал его чисто для Филосии. И Вориша получается. Интересно. И големчик. И 400 миллионов, пожалуйста. Дальше по ледяному взрыву смотреть нечего, там совсем кошмар начинается. И давайте быстренько пробежимся по горению. Почему быстренько? Потому что здесь всего две команды. Это у нас либо вариант со Скаром, либо вариант с Синарелом. Это вариант со Скаром, и чем он лучше, да, то есть с выживаемостью проблем нету ни у той, ни у другой команды, но Скар, насколько я помню, еще увеличивает урон за счет своего бафа. Пайкстон, никакой просвещенности, максимум все в атаку, то есть на раздачу атаки. Точность 218, здесь 230. Тоже раздача атаки у Карфа, ракушка. Дурем, 124 точности. Неплохо одет, 5600 атаки, 280 крит урон. Вообще классно одет на самом деле. Скар у нас с посохом, максимум защиты. И сет на щиты. Так, Изракс, наш верный спутник Зрак со своими турельками, 450 точности, всем раздает. Ускорение 47. Скорость атаки он, что-то как-то сильно не стал завышать. Хотя мы знаем, что она тоже влияет. И вот вариант с Синарелом. Смотрим, вроде бы все то же самое. Никакого сопротивления, то есть два героя у нас на максимум атаки, которые они будут раздавать Дурему. В принципе, все. И Синарел со щитами, либо Скар со щитами. И Зрак, соответственно, с кучей точности, да, и с раздачей точности. Здесь он тоже скорость атаки не стал собирать. Интересно, почему? Так, кота не помню, показал, нет? 2 пробужденных таланта. Здесь без пробужденных талантов, но чуть больше урона. И, собственно, все, дальше смотреть нечего. А теперь давайте посмотрим неустрашимых. То, что здесь Ирмуш один справляется, это, конечно, здорово. Но то, что он есть не у всех, это не очень здорово. Настенка у нас здесь полностью урон, никакой раздачи атаки. Потому что, видимо, здесь есть кому дать эту раздачу. Кукла у нас скорость атаки максимально, и остальное сюда. Кульвида без скорости атаки, максимум атаки, раздача. В общем, ничего такого необычного. И Таривол у нас тоже раздает атаку. Скорость атаки у него собрана, крит шанс. И сколько получилось атаки. Никаких сопротивлений за счет, наверное, бафов от Ирмуша здесь не требуется. Ирмуш у нас причем, видим, что в сет кукольника одет и баф на щиты. Точнее, на урон от щитов. Ускорение 43. Интересненько. В 4 ДД. Но обращу внимание, у всех здесь талант. Не у всех, у этих двоих. На лечение. Может быть, это помогает как-то. Но они без этого таланта. Джин вот такой. 1 400 000 000. Неплохо. Здесь у нас более бюджетный вариант. В 3 ДД. Натаниэль, бабка. 380 миллионов. Здесь вариант через сопротивление. И раздачу сопротивления.
В остальном обычная команда. Настенка максимум в урон. Джин с 5 талантами, 380 миллионов. Так, здесь у нас уже Кульвида плюс 3 и заметно хуже результат, 1 100 000 000, то есть на 300 миллионов разница. А здесь у нас вариант с Маштуром, 330 миллионов, тоже в 4 ДД он справляется. Причем кукла, обращу внимание, на плюс 2, но урона достаточно мало. Настенка без артефакта. Кульвида без пробуждений. Ну и слабенькие, конечно, характеристики у куклы. И Джин. А здесь у нас, смотрите-ка, 500 миллионов, правда, здесь у нас уже и кукла плюс 5, и Кульвида плюс 2. Вариант через Агока, у него здесь щиты, конечно же. И через сопротивление. Ну а теперь давайте посмотрим команды разъедания, потому что по неустрашимым там больше смотреть нечего. Итак, 760 миллионов, здесь у нас вариант с Маштуром, Сецидис, кстати, плюс 5. Так, здесь у него 40 ускорения, раздача атаки, 380 плюсом крит урон, крит шанс он не смог собрать полностью. Сакридея на раздаче, на разломе, Сецидис, очень неплохо одета, очень неплохо, я бы сказал, очень хорошо даже. Рита, у нее здесь сопротивление, точность, ускорение 57. Маштора 63 ускорения, точность, ну и в принципе все, ничего такого необычного. И Джин вот такой вот. Здесь у нас вариант с Бибипом, 600 миллионов. Ладно, смотрим Сецидис. Ну, здесь, в принципе, то же самое. Единственное, что лучше одеты, но урон заметно хуже. Тоже сопротивление у Рейта есть. Бип-бип со щитами, с точностью ускорения 57. Кот у него без пробуждений. Ну, как-то разница очень большая. Так, а здесь у нас вариант в одну Рейту, видим. 704 миллиона. И 4 ДД. Вместе со Шмыгли. 426 плюсом критического урона. Ничего себе он насобирал. Сецидис тоже очень неплохо одета. Да и Сакридея. Рейта у нас даже без сопротивления здесь справляется. Хотя мы видели, что и сопротивление давали. Шмыгли уже по остаточному принципу одета. И кот вот такой. Ну, тоже как вариант, Сецидис без пробуждений. В таком же составе 420 миллионов. А здесь у нас 244 миллиона, Сецидис без пробуждений, Бип-бип и Рук без пробуждений. 244. Ну, как-то слабенько. Слабенько на самом деле. Здесь, конечно, и вы посмотрите на это тряпье, эти лохмотья, да, которые на руки у нас одеты, это кошмар просто. И то, что он выше 200 набивает, это уже вполне себе неплохо. Разъедание у нас закончилось, давайте смотреть призыв. Призыв здесь, наконец-таки, показывает себя вполне неплохо. Ну, с учетом того, что мы только что видели с разъеданием, да. То есть у нас здесь пробуждений даже у Синтрелли плюс 5 нету. Ну да, у нас есть здесь Тиамат, но Лильванис без пробуждений. Давайте смотреть, одето вполне себе неплохо. Тиамат. На раздаче атаки, много точности, вроде бы больше ничего. Синтрелли зачем-то этот сет полностью одели, но, видимо, больше уже одевать нечего было. 6000 атаки, тоже маловато, хотя она не плюс 5, ну хотя от плюс 5 там как бы много не прибавится. Ой, Бернейт у нас тоже на раздаче, 4500 атаки у нее здесь. А кто... Подожди-ка, я не обратил внимания. А, у нас Тиамат на разломе, да. Понятно. И кот. Ну, вполне себе. Хотя мы увидим, что есть и получше. Ну, получше, да, но только здесь Синтрелия плюс 5 или Лильванис плюс 2. Тогда получается не совсем получше. И талантов больше пробужденных, да. То есть здесь у нас даже, можно сказать, похуже вариант. Я его быстренько проскочу. Но тот человек явно справился лучше. 406. Здесь у нас с Джином. И Синтрелия без пробуждений. 406. Ну, тоже маловато на самом деле. Вот, пожалуйста, Синтрелия плюс 2. Ну, у нее основные, кто не знает, это пробуждение, это плюс 1 и плюс 5. Если плюс 1, это уже достойная команда. Плюс 5, она уже вполне себе неплохая, да. Тем более, что есть Бернейт, есть Тиамат. И 509, пожалуйста. Правда, тут у нас уже 4 пробужденных таланта на питомце. И здесь у нас 356 миллионов, вроде бы такой же состав, но здесь у нас Лильванис без артефакта. И это вполне, я думаю, что неплохой результат для такого состава. Быстренько пробегусь по снаряжению. И по коту. Буду бегать по коту.
Ну вот и все, команды закончились. Не стал я показывать вот таких вот аутсайдеров, потому что дальше топа 10, да, в принципе и в топе 10 такие встречаются. Игроки здесь совсем уже слабые. Ну, либо они играют на чили, так сказать, на расслабоне. То есть не заморачиваются с командой. Я вам приведу пример. Зачем ей эта флейта и столько крит-шанса, да, крит-урона вообще нету. Посмотрите, во что он надел Глэдис. Ну это же кошмар. Что происходит? В общем, смотреть здесь нечего. Ну, есть еще вот такие вот ребята. Здесь у нас тень, я не знаю, покажу. Редко встретишь тень на боссах. 200 миллионов набивает, уже хорошо на самом деле. Здесь у нас вариант с Эстайон. И дракончик. Ну, хотя бы где-то эта команда пригодится, если вдруг вы собрали эту команду. А других составов у вас, недостаточно. И на этом все. Я сомневаюсь, что что-то изменится тут кардинально до конца первой фазы. Если что-то поменяется, прямо будет интересным, я это досниму. Ну а пока что ждем вторую фазу и смотрим, что у нас будет там. И посмотрим, насколько там урон просядет в нашем топе 5. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.